Всем большой привет, дорогие мои зрители! В комментариях вы меня часто просите готовить какие-то более полезные десерты, ведь очень часто хочется чего-то вкусненького, но при этом без вреда для здоровья и для своей фигуры. Сегодня у нас будет именно такой рецепт. Мы не будем использовать пшеничную муку, сливочное масло и сахар, получится максимально полезный десерт. Нам понадобится 250 граммов горячего молока. Берем 120 граммов овсяных хлопьев и заливаем их молоком. Перемешаем овсяные хлопья с молоком и оставим их на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Теперь нам понадобится 2 банана. Лучше брать вот такие вот переспелые бананы, потому что они будут более сладкие. Измельчаем бананы при помощи вилки. Просеиваем к бананам 30 граммов какао. Какао лучше всегда просеивать, потому что оно хорошо впитывает влагу и комкуется. Перемешиваем бананы с какао. Добавляем в эту массу 2 яйца, маленькую щепотку соли для баланса вкусов. Также добавляем 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя. Масса получается не слишком сладкая, сладость тут придают бананы, и все зависит, конечно, от их природной сладости. Если вы хотите, чтобы десерт был сладким, то добавьте сахарозаменитель, мед или сахар по своему вкусу. Но также не забывайте, что сверху у нас еще будет сладкая заливка, поэтому может и не надо добавлять, будет, посмотрим. Теперь смешиваем обе массы в отдельной миске. Как вариант для сладости я предлагаю добавить сухофрукты. Я добавлю 100 граммов уже промытого изюма. Можно добавить финики, они сами по себе очень-очень сладкие и придадут сладость десерту. Смазываем форму сливочным или растительным маслом. Посыпаем форму небольшим количеством муки или манной крупы. Это мы сделали так называемую французскую рубашку, благодаря чему потом будет легче достать пирог из формы. Выпекаем 35-40 минут при температуре 180 градусов. Готово! Для глазури берем 50 граммов молока, 80 граммов черного шоколада или темного, здесь у меня 50 граммов молока, выкладываю сюда шоколад. Теперь нужно растопить молоко и шоколад. Это можно сделать в микроволновке, на водяной бане или же вот так вот аккуратненько на плите. Никуда не отходите и периодически помешивайте. Глазурь готова. Выкладываем глазурь на пирог. Аккуратно распределяем. Давайте отрежем кусочек и посмотрим, какой у нас получился внутри пирог. Сразу хочу сказать, что очень вкусно пахнет бананом и шоколадом.
Десерт получился очень-очень вкусным. Чувствуется банан, он очень влажный, овсяные хлопья совсем не чувствуется. Приятно, когда попадается изюмчик, он придает вот такую вот изюминку. При этом всем здесь нет сахара, кроме шоколада, но и шоколад вы можете выбрать абсолютно без сахара, тогда это будет полностью полезный рецепт. Ну, в принципе, он и так очень полезный. Я надеюсь, что вам понравился такой рецепт. Пишите обязательно в комментариях, хотите ли вы больше полезных рецептов, или же, как раньше, все было, миксовали мы и полезные, и не очень полезные. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.